Вот парк юрского периода мне на Денди в детстве никогда не попадался. Но при этом игру я видел в передаче 8.16.32. Это был такой региональный аналог новой реальности. И плюс ко всему, там проводился конкурс рисунков, за победу в котором можно было получить несколько бутылок газировки и такой синий картридж для Денди с парком юрского периода. Ну, возможно, он был официальный от компании Денди. Естественно, мне этот конкурс с рисунками был очень близок, потому что я уже в начальных классах, когда выходила эта передача, любил рисовать. И вот я там помню, нарисовал какой-то комикс про персонажей этой передачи 8.16.32. Это был какой-то доктор, который летал на космическом корабле. Так вот, я про него нарисовал этот комикс, что там у него много писем приходит от читателей, и эти письма на него сверху высыпаются через трубу. И отправил по почте в Новосибирск в телестудию. И каково же было мое удивление, когда через недельку или через две я узнал, что выиграл, реально выиграл этот конкурс рисунков. Ну, потому что там по большей части присылали в основном детские рисунки. А у меня был уже такой более-менее скомпонованный, осмысленный комикс. Я прям сидел, сначала карандашом рисовал, потом обводил все это ручкой, раскрашивал. То есть я прям реально постарался. В итоге нужно было позвонить на эту телестудию, договориться, прийти в офис к ним и забрать этот приз бутылки с соком и, возможно, вот этот картридж с парком юрского периода, потому что я точно не помню, был ли он именно в моем выигрыше или не был. Ну, какой-то картридж должен был быть для Денди. Но, к сожалению, приехать из деревни в город было достаточно проблематично. Я помню, мы как-то попросили родственников забрать, но что-то там они звонили, так и не дозвонились. И в итоге этот приз я так и не получил. Не получил я свой заветный картридж и не получил свою газировку. Но в школе меня похвалили, сказали, ну, молодец, выиграл конкурс рисунков. Было это примерно году в 97-м, и записей у меня, к сожалению, никаких на видик не осталось этой передачи, и никаких копий вот этого отосланного комикса у меня тоже не осталось, потому что я как вот нарисовал оригинал, так его и отправил на телестудию. А в сам парк юрского периода я впервые поиграл, наверное, уже только на эмуляторах в середине 2010-х годов. Вот такая вот история.